Друзья, всем привет! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы проведем откровенный разговор с душой загаданного человека. Его мысли, чувства, планы, действия по отношению к вам в ближайшем будущем. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Сегодня будем работать с двумя колодами Ленорман. Ну и будем тоже работать как бы в контексте табло Ленорман, но все равно будем стараться читать карты с потоком. И первая карта, которую мы посмотрим с вами, это ответ на вопрос. А что бы он хотел сказать вам сегодня? Или о чем бы он хотел вам сегодня сказать, рассказать, поведать, или что бы он хотел вам передать? Да? Давайте смотреть, что бы он хотел вам сказать, рассказать, поведать, передать. О чем, что? Он бы хотел вам сказать правду. Именно правду. И он бы хотел вам сказать и поведать о том, что, может быть, был честен с вами, и он бы вам хотел передать, что он прав. Он честен, прав и не хотел зла, как минимум, да, этот человек по отношению к вам не хотел себя так вести. Хорошо, дальше давайте смотреть. Что у него на сердце к вам сегодня? Что на сердце к вам сегодня? Во-первых, он далек от вас, далеко. И у него к вам на сердце холод. Может быть, охладел, остыл, или такие чувства, как были у него по отношению к вам, сейчас их нет. То есть они сейчас намного холоднее. И то, что у него на сердце, оно намного холоднее, чем было. Давайте посмотрим, чего он хочет от вас, чего он от вас добивается. Чего добивается от вас. Но он добивается для себя, для него. То, что он добивается, для него это много значит. Но если для двоих, чего он добивается, он бы хотел быть более заметным, более важным, более главным. И он хотел, если он что-то добивается от вас, он хочет занимать главное, ведущее место в вашей жизни. То есть, по сути, он добивается статуса, он добивается признания и добивается как будто бы своей правоты. Здесь, понимаете как? Здесь король пиковый – это водолей. Звезда – это тоже водолей. Башня – это значимость. Поэтому, по сути, человек добивается того, чтобы его признали каким-то образом, да. Следующее. Что не так между вами? Что причина темных сил или темной энергии? Или чего-то, может быть, не очень хорошего, да? Что не так? Что не так? Между вами не так информация, которую вы получаете друг о друге или оперируете этой информацией. То есть между вами не так информационный поток. То есть либо вы не понимаете друг друга, либо он вас не понимает, либо вы его, да. Либо вы друг друга не поняли. Вот так тоже может быть. Но между вами не так то, что вы друг от друга... Между вами не так то, что вы друг о друге знаете или не знаете. Да? Может, вам не хватает информации друг о друге. Окей, давайте следующий вопрос. Давайте так, спросим, какие негативные чувства или почему он непонятный, да, почему его чувства не ясны к вам, тучи, да.
король трефовый, проверим тучи. Ну, чего он волнуется? Ну, это больше не о волнении, это больше о скрытом, и, ну, это какие-то даже больше его скрытые негативные аспекты по отношению к вам. Вот так. Или чего он не показывает. Ну, во-первых, он не показывает своих возможностей. Да, человек может гораздо больше, чем вам кажется, это раз. Что бы он не хотел показывать, свои возможности, свой статус, свои, может быть, истинные чувства. Истинные чувства он тут не будет показывать, рыбы, тучи, то есть он скрывает, скорее всего, истинные чувства, рядом же Луна все-таки, да. Он скрывает свои истинные планы, вот. И он может скрывать и не открывать свои возможности в финансовом аспекте, да, то есть, ну, в деньгах. Что он может в деньгах по-настоящему, да. Давайте спросим, почему он остыл? Почему он остыл? Или почему он остывает? Почему он остывает? Остывает, потому что чувствует препятствия, проблемы, не хочет рисковать. И, ну, он чувствует, что как бы для того, чтобы быть, да, более горячим, да, или чем он будет сильнее, горячее к вам, тем больше проблем он будет получать в этой ситуации. То есть, по сути, почему он остывает? Потому что он не хочет дополнительных проблем, трудностей и препятствий. Ну, окей. Ну, давайте теперь спросим, как он видит проблемы, да, или в чем он видит проблемы. В чем он видит проблемы. Ну, здесь мужчина. Проблемы он может видеть в мужчине. Если речь идет о мужчине, в себе. Проблемы может видеть в финансовом аспекте, потому что это надежность и стабильность, устойчивость. Вот в этом он видит проблемы по якорю. Также, возможно, он не видит быстрого решения. Якорь очень медленная карта. Быстрого решения той проблемы, которая, той проблемы, которая создает сами проблемы, да, вот так. То есть, по сути, в чем он видит проблемы? Он видит проблемы в медленности и нежелании преодолевать эти трудности. Он статичен. Хорошо. А как он видит тогда движение какое-то, да? Видит ли он какое-то движение? Видит ли он какую-то перспективу? Как он тогда видит эти отношения? Какими? На данный момент выпадает гроб. Он эти отношения видит как минимум либо неперспективными, либо с кучей проблем для себя. Да? Ну, гроб — это и есть повторяющиеся проблемы часто. Хорошо. А в чем он видит выход? Именно не движение, а выход. Или каким он может видеть выход? Ну, здесь ему сердце только может подсказать, я так скажу. Ну, когда он почувствует, что его сердце, возможно, как бы вытягивает эту ситуацию, да. Переживает ли он о вас сейчас, на данный момент? Переживает ли он о вас сейчас? Ну, скажу так, да, он это скрывает, но он все равно волнуется. Это такая карта как бы накручивания себя на что-то по-любому. Да, переживает. Да, переживает. Но давайте спросим. Этот мужчина действительно вам по судьбе?
Ну, не исключу. То есть, да, скорее по судьбе. Здесь всадник выпадает. То есть, это мужчина, как минимум, ваша неплохая возможность. И здесь действительно, знаете, как на мужчину выпадает всадник, а это аспект книги, ну, аспект развития, да, или аспект общения. Поэтому я скажу так, чем больше вы общаетесь с этим человеком, тем больше можете убеждаться в том, что вы, возможно, скорее всего, созданы друг для друга, и ну, такое понятие, как по судьбе или мне загаданный человек, то, скорее всего, это ваше. То есть, да, и чем больше вы будете общаться, тем больше будете в этом убеждаться, да, вот. Знаете, есть такое вот, каждый раз убеждаюсь, когда начинаю с ним общаться, да, вот такое понятие. Давайте посмотрим, как окружение, ваше и его окружение влияет на то, как, ну, на ваше общение. Вот так. Не сильно плохая карта, ну давайте я так скажу. Не особо мешает, но и не ускоряет процесса. Я бы сказал так. Если у вас это окружение, оно комфортное, то все ок. Если оно дискомфортное, то окружение может останавливать эти отношения или замедлять. Поэтому я скажу так, больше нейтрально, ну, скорее всего, никак. И если вам комфортно в окружении, с окружением, вообще карта такая больше к родственникам. Ну, смотрите, здесь больше оказывают влияние родственники, потому что все-таки сад и дерево, это как бы одного поля ягоды, ну, не ускоряют. Не ускоряют. Но и глобально не сильно мешают. Но постарайтесь так, чтобы, ну, как минимум, вам было комфортно в этих отношениях. Давайте посмотрим, как друзья, непосредственно друзья, влияют на эти отношения. Ваши или его. Нормально. Нормально влияют. И я скажу так, друзья позитивно влияют, особенно если есть французские бульдоги, да, там, да. Ну или какие-то другие собачки. А дело не в собачках. Дело в том, что на собаку, на друзей выпадает дом. Да, рядом есть якорь и есть гроб. Смотрите, если у вас действительно серьезные проблемы, постарайтесь, чтобы в вашем доме поменьше было посторонних людей. Вот такое у меня почему-то идет. Но тем не менее, друзья здесь, в этом раскладе, они не мешают. В этом раскладе. Хорошо, следующее, что бы мы еще могли бы узнать? Дубль 2. Что готовит судьба с загаданным человеком вам в перспективе? Клевер проверим. Развитие отношений. Да, у вас сейчас на корабль выпадает гроб, но на клевер вам выпадает корабль, поэтому вот этот гробик, он временный. Если вы досмотрели до этого момента и не бросили, вы большой или большая умничка или молодец. Хорошо, дальше. Дальше. Ну, давайте так посмотрим, как он оценивает вашу открытость. Как оценивает вашу открытость, готовность открываться или готовность на сближение. Позитивно. Позитивно. И вас он, ну, как бы воспринимает позитивно, особенно если вы королева мечей, весы, водолей или близнец. Особенно, да, то есть. Но, тем не менее, даже если у вас знак зодиака здесь не совпадает, ничего страшного. Я скажу так. Вас в отношениях он расценивает как солнечного партнера, позитивного партнера. Вот так. Видите, солнце на солнце выпадает. Прекрасно, 2 карты рядом. Что он хочет вам открыть? Или хотел бы открыть?
Он бы хотел вам открыть свой страх и свои напряжения. То есть он бы хотел с вами поделиться тем, что его напрягает, страшит и отталкивает. Интересно. Как этот человек будет проявлять себя как мужчина в доме? Давайте так. Или если на женщину гадаете, как этот человек будет себя проявлять в доме? Ну, в семье, в доме, в вашем доме. Очень хорошая карта. Этот человек будет проявлять себя в доме позитивно. Особенно если вы женщина, стихии воздуха, близнец, весы, водолей. Здесь мужчина выпадает вообще как бы больше водной стихии. Это король червовый, дом. Ну, а король червовый это у нас скорпион, рыба и рак. Но это особенно эти стихии. Да. Так. Какой информации вам не хватает? Или ему не хватает о вас? Какой информации ему не хватает о вас? Книга. Вы знаете, здесь коса. Коса – это исчерпывающая информация. Но у меня такое ощущение, что его беспокоит, роковой ли вы человек. Не роковая ли вы женщина или не роковой ли вы мужчина. Понимаете, да? Так. Что сильно скрывает от вас? Прямо сильно. Или что много скрывает от вас? Сильно скрывает информацию о женщине, и, возможно, где-то в глубине влияние женщины на этого человека есть. Кто это? Бывшая, мать, сестра, без понятия. Это рыбы. По рыбам у нас все скрытое. Здесь есть скрытое влияние женщины, к сожалению. Ну, а может быть, наоборот. Хорошо, что мы увидели, да? Так, в чем боится признаться? Или что крысит от вас? Да, так тоже можно спросить. Может боится признаться о женщине, о семье, что женат, о детях, ну и о влиянии женщины. Видите, тут есть аист, а аист – это семья. Боится признаться в семейных делах. Дальше. Или в вопросах семейных. Какие опасности? В чем опасности? Есть ли опасности в этих отношениях? Ну, опасность здесь в правильности выбора и в том, что до конца непонятно, уверен ли он, прыгающая карта, уверен ли он, да, или уверены ли вы в том, что вы друг друга выберете, да, то есть тут еще перекресток, триггер есть какой-то срабатывает. Дальше смотрите. Следующий вопрос. Воспринимает ли он вас как часть чего-то близкого, родственного, на уровне родственных душ, например? И воспринимает ли он вас как сон наяву, да, вот так? Или явный сон? Почему-то, видите, у меня такое спросить хочется. Да, выпадает кольцо, вы ему, скорее всего, снитесь, этому человеку, и он вас воспринимает как часть чего-то близкого и родственного. Какое испытание вас может ожидать друг с другом? Ну, крест выпал, давайте спросим про испытания все-таки. Но пройти какие-то достаточно волнующие моменты, но это не такое уж и сильное испытание. Возможно, это даже приятные волнующие моменты. Но я бы еще сказал так. По птицам часто сплетни. И я так скажу. Мнения и сплетни окружающих для вас могут создать серьезные испытания или стать серьезными испытаниями. В чем сила вашего партнера? Его сила или ее сила? Ну,
Ну, здесь общение. Сила в общении, сила в диалоге, сила в коммуникациях, сила в переписке. Ну и сила в том, как он собирает информацию и как он оперирует информацией относительно вас, ваших отношений. Влияние женщины на него. Или влияние женщины на эти отношения. Еще раз, по-моему, мы уже смотрели, но еще посмотрим. Женщина на него влияет очень серьезно, и на эти отношения женщина влияет таким образом, что она управляет судьбой. Поэтому здесь действительно влияние женщины достаточно серьезное. От чего надо избавляться в этих отношениях? Чем раньше, тем лучше. От неожиданностей, от непредсказуемых ситуаций. Возможно, от влияния детей, если дети привносят в эти отношения качели. Такое часто бывает. Ну, например, да что угодно. Детский фактор – это всегда детский фактор. Ребенок – это всегда неожиданности. Лилии. Давайте посмотрим, поступит ли этот человек с вами или по отношению к вам себя благородно. Да, скорее всего, да. То есть, станет ли этот человек плохим для вас? Вряд ли. Защитит ли он вас? Скорее, да. Поможет ли он вам? Скорее, да. То есть в этих отношениях, скорее всего, ваши ожидания и нестыковка ожидания реальности из-за завышенного какого-то требования к партнеру, особенно к мужчине, может стать камнем преткновения. А с его стороны, он будет себя, по своим понятиям вести адекватно. Да, вот такое ощущение идет. От чего бы он хотел избавиться? Или что является косой в этих отношениях, что отсекает или рассекает ваши отношения. Давайте так, фактор, который негативно влияет на ваши отношения, отсекая, разъединяя и мешая вашему партнеру. Кармический узел здесь у мужчины может быть особенно, и у женщины тоже, кармические узлы, то есть что-то недоделано в прошлом. Часто такое бывает. Например, с детьми что-то не закрыто. Как вариант, да? Что останавливает? Что останавливает? Хитрость, изворотливость, необходимость выкручиваться из ситуации, обстоятельства и мозг хищника. Мозг хищника – это разум. Разум – это прагматизм, давайте так. Прагматизм. То есть трезвый, холодный расчет. Да? Сможете ли вы преодолеть этот кризис? Или в чем есть суть кризиса, суть проблемы? В нечестности и во вредителях. Да, мыши. Нечестность и вредительство. И эгоизм тут тоже может быть этим самым гробом, да, или проблемой в этих отношениях. Намерен ли он с вами налаживать связь и приближаться к вам, приехать, прийти, да, такое сближение, встретиться, пообщаться? На данный момент нет, и что-то ему очень сильно мешает. Пока он от этого не отделается, сближения не будет. Может, какие-то мысли, может быть, обстоятельства и так далее. Что является явной неожиданностью в этих отношениях или чем являются дети в этих отношениях? Дети в этих отношениях могут быть луной, то есть неприятным фактором. И явная неожиданность, то, что здесь что-то нечистое, это может быть и негативная энергия, магия, и негативные эмоции, и негативные тени. Да? А тени – это и сомнения, это поступки, то есть есть какая-то неожиданная, неприятная
неожиданные неприятные обстоятельства. Ну и магия в том числе может быть. Хотя мы не делаем здесь диагностики, просто выпадают карты. Кольцо. Ждет ли вас брачный союз? Будете ли вы вместе? Что скажут карты сегодня? Да, такая возможность пока что есть, и этот шанс вы еще, но все еще имеете, да, то есть вы его еще не упустили. Будете ли вы как единая семья? Многое зависит от мужчины, и мужчина, скорее всего, в этом вопросе решает ключевое слово, да, или имеет ключевой вес, да. Что самое важное в ваших отношениях? В ваших отношениях важна гадалка, именно женщина с картами, или женщина, которая гадает. Ну, смотрите, последняя карта. Выбор в этих отношениях. А давайте правую карту. Выбор позитивный, выбор в сторону друга и выбор в сторону надежности и близости. Чего нет в ваших отношениях, что не выпало? Вот здесь гадалка, дополнительная карта, соответственно, одна карта лишняя. Чего нет, что не выпало? А выпал сад. Пока что не выпадает как счастье, да, с одной стороны. Сад – это ощущение счастья. Ну и, может быть, сад не выпадает окружение, сад как окружение. Возможно, здесь то ли нету окружения у вас, да, то ли окружение ваше играет какую-то роль. То есть его либо надо добавлять в эти отношения, либо убирать. Тут уже смотрите по своей ситуации. Ну и вам явно не хватает позитивной карты в раскладе, явно не выпадает. И явно выпадает какая-то дополнительная карта, гадалка, да, она выпала, она дополнительная. Поэтому в вашем окружении явно есть дополнительный человек, который не добавляет счастья, да, но и, может быть, в вашем окружении не хватает позитивных людей, да, то есть вот так. Но и опять-таки вашего окружения может не хватать для того, чтобы эта карта была в вашем розкладі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, па-па.